Полуденное солнце беспощадно жгло асфальт улиц Сент-Лаурена, превращая каждый закоулок в марево и заставляя даже птиц искать тень под редкими деревьями. Город жил суетой, где никто и ничто уже не удивляло. Движение машин, гудки, крики торговцев, ароматы жареного хлеба, корицы, сулугуни. На углу проспекта Ланкастер, прямо под выцветшим рекламным плакатом, который Лето впервые за много лет пыталась оторвать от стены, сидел молодой человек. Его звали Элиас. Ему было 28, по виду куда меньше, ведь истонченное изнеможением тело всегда прибавляет лет внутренней усталости. Волосы его были растрепаны и выцвели под этим самым солнцем. Одежда больше тряпье, чем костюм. Из-под рубашки проглядывали ребра, лицо обветрилось, глаза тускнели. За последние 3 суток он не съел почти ничего, и только вода из городских фонтанов еще спасала его от полного истощения. Элиас был невидимкой. И не только потому, что не мывался, не имел ни дома, ни паспорта. Невидимкой в каждый самый суетливый час этого огромного города. Прохожие скользили по нему равнодушными взглядами, улыбающимися ртами, спешащими ногами и мыслями о своих делах. Один день. Просто еще один день. — шептал себе Элиас, обволакиваясь внутри этим полумиром, где боль мешается с безразличием. Но внутренний голос все чаще вступал в спор. «Кого ты обманываешь, Элиас? Для этого города ты что, никто? Ты даже для себя давно никто, пустая оболочка?» Он не мог решиться на низкий жест, не позволял себе подойти к людям с протянутой рукой. Гордость — странная вещь, последняя крепость, пока у тебя ничего больше не осталось. Элиас упрямо цеплялся за нее, хотя голод и отчаяние оттачивали каждое ощущение, обостряли до предела слух, зрение, обоняние. Рядом с ним сидел еще один бездомный, пожилой мужчина с серой от пыли бородой и ладонями, полными трещин и шрамов. Он смотрел, как по улице проходят мужчины в почти новых костюмах и девушки на высоких каблуках. За этими витринами и сумками кто-то живет совсем другой жизнью. «Нагревает», — хрипло сказал он безадресно. «Иногда, кажется, выхода уже нет, но кто знает, добрые люди еще встречаются». Элиас не ответил. Внутри него привычно гулко урчал пустой желудок. С 3-го дня голода мир меняется. Все остальное — прошлое, будущее, имена, даже боль — отступает на второй план. Остается только поиск еды. Он не молился, не звал Всевышнего, не верил в чудо. Он просто ждал, стыдясь своей слабости даже перед другими таким же никем, как он. Запах жареного хлеба с соседней лавки сводил его с ума, резал по нервам не хуже крика. В какой-то момент перед Элиасом остановилась женщина средних лет, с коротко стриженными серьгами, в черной юбке. Она не сказала ни слова, просто протянула ему бумажный пакет. Внутри мешка был сэндвич. Еще теплый, с сыром, мясом, зеленью, от которого пахло домом, которого Элиас никогда не знал. Он, благодарно собрав последние силы, посмотрел в глаза. «Спасибо, мадам. Вы даже не представляете, как много это для меня значит». В голосе звенела грань между надеждой и слезами, как натянутая струна. Женщина кивнула и ушла, растворившись в толпе. Когда он уже собрался поесть, взгляд зацепился за 2 других бездомных. Они сидели чуть поодаль, молча, так же, как он, и жадно смотрели на кусок хлеба, будто это был золотой слиток. Не колеблясь, Элиас разломил свой сэндвич на 3 части и поделился. «Вот, ешьте. Нам всем достанется», — негромко сказал он. «Спасибо», — коротко ответил пожилой. Еще кто-то изумленно фыркнул.
О таких жестах чаще вспоминают с книжных страниц, чем встречают в жизни. На другой стороне улицы за этим наблюдали две фигуры. Леонора, стройная, молодая, с густыми темными волосами, свободно спадающими на плечи. Она всегда была спокойной, уравновешенной, но сейчас дрожащие пальцы сжимали ремешок маленькой сумочки. Рядом с ней стояла Маргарет, ее мачеха, высокая, статная, холодная женщина с пристальным, тревожно-расчетливым взглядом. Леонора сделала по направлению к Элиасу неуверенный шаг. Маргарет быстро перехватила ее за локоть, болезненно сжав. «Даже не думай», — процедила сквозь зубы. «Они выбрали такую жизнь сами». «Нет, матушка», — возразила Леонора, еле сдерживая слезы. «Никто не выбирает нищету и улицу, никто не выбирает голод». Где-то внутри их ссора была зрелищем и притягивала равнодушные взгляды прохожих, но Леонора больше не могла оставаться по ту сторону реальности. Она вырвалась, пересекла дорогу, дрожащими руками достала несколько купюр, опустилась на колени рядом с Элиасом. «Пожалуйста», — произнесла она, — «просто возьми. Я хочу помочь». Их взгляды встретились. В глазах Леоноры было такое тепло и искренность, от которых мир становился настоящим, прозрачным, не фальшивым, как витрины вокруг. «Спасибо», — прошептал Элиас одними губами, не зная, как вести себя в этот момент, как быть достойным такого доверия. Маргарет наблюдала все издалека. На ее лице не появилось ни злости, ни зависти. Там был расчет. Что-то в этом юноше зацепило ее. Рубашка на плечах, родинка на шее, усталое лицо, в котором будто угадывались черты из прошлого. Вечером, когда они вернулись в особняк на окраине города, Маргарет резко остановила мужа, Жерара, на лестнице. «Твоя дочь теряет границы», — заявила она. Она обнималась с бродягой посреди улицы, как будто он равный нам. Жерар только тяжело вздохнул. «Она проявила доброту. Это не преступление, Маргарет. В этом мире доброта — слабость», — отрезала та с ледяной усмешкой. «Но я преподам ей урок, такой, который она запомнит на всю жизнь». Слова Маргарет вовсе не эмоция, а застывшая злоба и план. Решение зрело в ней уже не минуту, не два, возможно, с того самого момента, как она стала хозяйкой этого дома. Она прочно усвоила: унизить человека можно только с его же помощью. Унижение — острое, публичное, такое, чтобы никто потом не осмелился проявлять сочувствие. А деньги могут купить что угодно, даже достоинство тех, кто вчера еще был честен. Утром Маргарет отправилась на проспект Ланкастер. Там она быстро нашла Элиаса. Он все так же сидел у стены, только теперь, казалось, стал ниже, меньше, будто бы его не осталось и вовсе. «Ты хочешь есть?» — неожиданно спросила она. Он исподлобья посмотрел. Все в ней — строгий костюм, драгоценная брошь в виде виноградной лозы — говорила «остерегайся». Но Элиас устал бояться. «Хочешь не только хлеб, но и дом, деньги, жизнь, где тебя никто не будет гнать прочь?» — спросила она тихо, опускаясь на корточки. «Простите, мадам, я не понимаю», — начал он. «Все просто. Ты женишься на моей падчерице Леоноре, официально. Дальше можешь делать, что хочешь. Отойдешь в сторону, получишь деньги, еду, помощь для себя и всех таких, как ты». Элиас был ошарашен. «Вы хотите, чтобы я женился на ней за деньги?» — окончательно уточнил он. Маргарет усмехнулась. «Она подходит для спасения таких, как ты, не так ли? Покажи ей, что мир устроен иначе. Пусть учится на своей ошибке». Он хотел отказаться. Даже при таких условиях его гордость бунтовала.
«А если бы у тебя был фонд? Крыша над головой для таких, как вы вчера с друзьями? Кров, еда? Думаешь, ты не смог бы помочь?» Тихо поддела Маргарет. Эти слова ранили его в самое сердце. Ведь все это время он мечтал не только о хлебе для себя одного. Он кивнул. Но что-то в ней оставалось тревожно знакомым. Особенно золотая брошь виноградной лозы на лацкане ее пальто. Где-то в памяти блеснула деталь. Теплый дом, детский плач, строгая женская рука. Он попытался выгнать эту мысль, но она не отпускала. В особняке Элиаса переодели, помыли, постригли, выдали одежду и туфли. Все словно во сне. В зеркале он не узнал себя. Свежий, чистый взгляд, четкая линия подбородка, волосы гладко зачесаны. Только в глубине зеркала пряталась прежняя боль, и Элиас никак не мог поверить, что это он. Тем временем Леонора не знала ничего о планах мачехи. Ее терзал двойной конфликт. Она помогла бедному не потому, что хотела кого-то спасти всерьез, а просто по зову сердца, и теперь должна была выйти замуж за человека, которого толком не знала. Она боялась разочаровать отца, испытать очередной упрек Маргарет и ведьму Махину общественного мнения. В день церемонии двор освещали солнце, фонарики и тысячи глаз столичного высшего общества. Шепот прошел по рядам, когда появился жених, бывший бездомный среди золотой обивки церкви. «Позор семьи», — шептал кто-то из гостей. На его пути мелькнул Жерар, отец Леоноры. Он наклонился к уху Элиаса и прошептал: «Прости, парень, не всегда у нас есть выбор». Толпа растворилась в шепоте презрения. Маргарет сияла ледяной победой. Но у входа к нему подошел старик с тростью. Его глаза были острые, глубоко посаженные. «Мне нужно поговорить с тобой. Наедине. За церковью», — шепнул он и исчез. Тяжело переступая через внутренний двор, Элиас вышел за церковь. Старик смотрел на него с вниманием, как врач осматривает редкого пациента. «Когда-то я был другом Арно Вернона», — тихо начал старик. «Ты был мальчишкой со светлыми глазами и родинкой у левого уха. Я искал тебя много лет. Помнишь эту брошь?» Он достал из платка похожую, серебряную виноградную лозу. «Элиас! Нет, Рафаэль! Ты, Рафаэль Вернон, сын Арно, первый наследник особняка Вернонов». Элиас пошатнулся. Обрывки воспоминаний обрушились лавиной. Большой дом, строгая женская рука, длинный коридор, голос: «Маргарет, не надо». Последние минуты — темнота, холод, улица. Старик продолжил. «Ты исчез в детстве после несчастного случая. Но летом, когда ты исчез, Маргарет внезапно получила все имущество твоего отца. Она сказала всем, что ты погиб. Но я всегда чувствовал, она соврала. Она убрала тебя с дороги ради наследства». Тем временем гости собирались к алтарю. Леонора с дрожью глядела из-за занавеси. Маргарет сжимала в пальцах брошь, свой талисман, символ власти. Когда прозвучали слова пастора: «Если кто-то возражает против этого брака, говорите сейчас или навсегда умолкните», Элиас шагнул вперед и поднял руку. «Я не могу молчать», — неожиданно громко сказал он. «Я не тот, за кого меня принимают. Я Рафаэль Вернон, сын Арно Вернона, первый и законный наследник. А вы, Маргарет, воровка и убийца надежд, разрушительница жизней. Но сегодня правда прозвучит громче вашего богатства и долгих лет лжи». В церкви замерла тишина. Маргарет побледнела, плечи ее поникли. Леонора смотрела на Элиаса.
Рафаэля с потрясением и восхищением. Жерар отвернулся от жены. После неслучившейся свадьбы были тесты, бумаги, расследования. Вопреки стараниям Маргарет скрыть следы, теперь ничто не могло скрыть ее преступлений. Репутация разрушена, свобода утеряна, полиция возбудила дело по факту мошенничества, а позже — возможного соучастия в смерти первого мужа. Рафаэль и Леонора, сблизившиеся за эти дни испытаний, вскоре поженились. По-настоящему, спокойно, в скромном кругу друзей и благодарных за шанс судьбы людей. Они основали фонд для помощи бездомным и сиротам, вложив свое время, деньги, душу, чтобы больше никто не почувствовал себя невидимкой в этом огромном шумном городе. Сотни людей вдохновились их мужеством. А в стенах кухни нового дома Леонора каждый раз вспоминала: все началось с одного сэндвича, с маленького акта простого человеческого добра.